Всем привет, это Иван Жданов. Сегодня 21 апреля и 57-й день войны. Путин хотел уничтожить Украину за неделю, но уже 2 месяца украинские войска успешно сопротивляются. Расскажем мы вам о том, отменил ли Путин штурм Азовстали, что Нидерланды поставят Украине тяжелые гаубицы, а в России не хватает техники для парадов 9 мая. Украинцы пытаются вывести гражданских из Мариуполя, а Макрон прямо обвинил Ле Пен в связи с Путиным. Но начинаем традиционно со сводки военных действий. На Восточном фронте продолжаются напряженные локальные бои. Все в тех же районах, южнее Изюма, в Рубежном, Кременной и Попасной. Российская армия несет потери и не может продвинуться вперед. Вчера появились сообщения о том, что украинские войска организованно уходят из Северодонецка, чтобы избежать окружения и занять удобные оборонительные рубежи. Но эта информация пока не подтвержденная. Российская армия продолжает массированные обстрелы украинских позиций, в том числе с помощью реактивных систем залпового огня «Смерч», которые вы видите сейчас на экранах. Эти системы атакуют неприцельно, а бьют по большой площади. Их же российская армия использует для обстрела населенных пунктов, уничтожая жилые дома и мирных жителей. За время, пока путинские войска стягивались на Восточный фронт, украинская армия подготовилась к обороне. Например, были взорваны мосты, чтобы замедлить передвижение российской техники. Все это сейчас замедляет путинское наступление. Британская разведка сообщает, что российские генералы, вероятнее всего, хотят показать Путину успехи в военных действиях 9 мая. Это может повлиять на тактику и темпы ведения боевых действий. Например, британцы отметили высокую интенсивность действий авиации. Мы, конечно, знаем, как Путин любит символизм, и нет никаких сомнений, что он хочет какую-то победу к 9 мая себе дозаполучить. Например, может быть окончательное взятие Мариуполя. Вот, например, сегодня Шойгу доложил Путину о взятии Мариуполя. Слушайте. Уважаемый Владимир Владимирович, вооруженными силами Российской Федерации и силами Народной милиции Донецкой Народной Республики освобожден Мариуполь. Остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне. Но на самом деле город не взят, потому что украинские военные все еще держатся на заводе Азовсталь, и это огромная территория. Прямо сейчас там идут тяжелые бои. Российские части с помощью артиллерии и реактивных систем залпового огня пытаются уничтожить постройки, чтобы начать штурм. Однако сегодня Путин опять же приказал отменить штурм промзоны и начать блокаду. Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Типа сохранной жизни российских солдат. Но давайте так, верить этому может только тот, кто Путина видит впервые в жизни. Почему он это заявил? Во-первых, Путин всегда говорит только то, что идет на пользу его рейтингу. Очевидно, что этот тупой, преступный и бессмысленный штурм не сильно поддерживается даже в российском обществе. И может даже у самых отмороженных могут появиться хоть какие-то мысли. Во-вторых, Азовсталь держится героически. И сил-то у российских солдат не хватает. В-третьих, штурм никакой не прекратится. Вероятно, теперь защитников Азовстали будут морить голодом. Потом вести какие-то переговоры о выводе. Что-то такое мутное должно начаться. Но на самом деле это настоящая фашистская блокада. По сути, украинцы на территории завода стали заложниками сейчас Путина. И стоит напомнить, что Зеленский неоднократно говорил, что уничтожение защитников Мариуполя поставит точку на вообще любых переговорах. На фоне заявления Путина еще глупее выглядит Кадыров, который еще ночью заявил о скором взятии завода Азовсталь. С другой стороны, начиная с 4 марта, Кадыров 26 раз говорил о скором захвате Мариуполя. Вот чуть ли не каждый день. Посмотрим, как изменится его риторика теперь после заявления Путина.
Но еще раз повторюсь, не дайте себя обмануть. Путин хотел и хочет до сих пор полностью стереть Мариуполь с лица земли. Просто, видимо, он придумал какую-то новую подлость, может, мы о которой и не знаем. Вместе с военными в Мариуполе остаются мирные граждане, в том числе на заводе «Азовсталь». Вчера украинская сторона организовала конвой из автобусов и скорых, чтобы вывести гражданских из города. Удалось отправить только 4 автобуса с людьми. Российские войска не смогли обеспечить мирный коридор. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что сегодня они снова пытаются вывести мирных жителей из города. Эвакуация начнется в 14 часов от торгового центра Порт-Сити на окраине Мариуполя. Тем временем мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что под Мариуполем нашли новую братскую могилу. Яму размером в 30 метров, куда прямо сейчас российские войска свозят тела на грузовиках, чтобы скрыть масштабы преступлений. Тяжелая ситуация для мирных граждан и в зоне активных боевых действий в Северодонецке. Там не осталось ни одного целого склада с продовольствием. Все разбомбили российские войска, поэтому теперь горожане получают еду только с гуманитарными конвоями. Об этом сообщил глава местной администрации Сергей Гайдай. Кроме того, в регионе нет мобильной связи и интернета, поэтому многие просто не знают о проводящейся эвакуации. Но без связи это тяжело. Хотя есть, конечно, и те, кто пытается упорно остаться, несмотря на такие огромные риски для жизни. Германия не спешит с поставками оружия Украине. Биль пишет, что по указанию канцлера Олафа Шольца Германия исключила из списка военной помощи все тяжелое вооружение. Список сократился с 48 до 24 страниц. В статье сказано, что это было сделано по просьбе президента Штайнмайера. Возможно, так он пытается выместить обиду на Киев, который не разрешил ему приехать на встречу с Зеленским из-за его связей с Россией. Но немецкое оружие есть не только у Германии. Bloomberg сообщает, что Нидерланды передадут Украине самоходные гаубицы ПЗХ-2000 немецкого производства. Это САУ, которая по параметрам даже превосходит российскую МСТУ. Сама Германия такие гаубицы поставлять отказалась, ссылаясь на необходимость поддержания своей обороноспособности. Обучение экипажей будет проходить в Польше и Германии. Германия поставит снаряды для этих орудий, что тоже неплохо. Тем временем Литва передала Украине партию тяжелых минометов, стоимость которых составляет десятки миллионов евро. Министр обороны Литвы не стал уточнять, какие именно модели будут переданы, однако, скорее всего, речь идет о 120 миллиметровых орудиях советского периода. На вооружении Литвы 57 минометов, поэтому можно говорить о передаче не более пары десятков таких орудий. Вчера вечером прошли финальные дебаты Макрона с Ле Пен перед вторым туром президентских выборов. Голосование состоится уже в воскресенье. В качестве одного из тезисов Макрон заявил, что Ле Пен полностью зависит от денег России, и этой зависимостью можно объяснить ее многие действия. И здесь Макрон абсолютно прав. Национальный фронт Франции, возглавляемый Ле Пен, уже много лет финансируется Россией. И нужно создать такую атмосферу в Европе, чтобы каждый путинский рубль был максимально токсичен, чтобы не думал даже вообще о какой-то политической карьере любой человек в России, за рубежом, который получает хоть копейку от Путина. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance ограничивает российских пользователей. Теперь торговать криптовалютой можно только тем, у кого на счету суммарно меньше 10 тысяч евро. Это, конечно, продолжение общего тренда на ограничение использования криптовалюты для путинских чиновников и олигархов. В Якутске на местном стадионе решили поменять кресла. Казалось бы, неплохая идея, ведь стадион в целом выглядит довольно старым и убогим каким-то, но это не стало причиной. Кресла меняют, потому что желтый и синий – это цвета украинского флага. Из Екатеринбурга сообщают, что местный парад Победы 9 мая сократится в 2 раза. Похоже, у Минобороны просто нет нужного количества техники. Например, в этом году не приедут санцепёки, бронемашины «Тигр», зенитные комплексы, «Панцирь» и «Бук». В основном покажут только музейные машины. Вместо 100 единиц техники поедет около 50. Мы же все понимаем, что именно случилось с этой техникой и почему она не сможет приехать на парад.
По данным сайта Орикс, российская армия потеряла уже 3044 единицы техники. Одних танков только 525 штук. Могут парад, конечно, и сгоревшей техникой проводить, хотя они даже тела солдат не забирают. В другой России вообще вся вот эта вот максимальная военщина будет к чертям отменена. Парады будут только, не знаю, ученых, врачей, учителей, музейной техники какой-нибудь, свободных людей. Но свободные люди и парады обычно, это скорее какие-то шествия или митинги. Путина, пока у нас Путин. Вчера он был невероятно доволен, даже глупо шутил на очередной пресс-конференции. Все потому, что прошли испытания новой баллистической ракеты «Сармат». Вот такие кадры показали кремлевские СМИ. Путин заявил, что вот теперь НАТО-то будет нас бояться. И вообще с новой супер-пупер ракетой Россия вообще всех победит. Только совершенно не ясно, что вообще поменялось. И действительно ли это все работает. В России раньше были баллистические ракеты с ядерными зарядами. Тот же Пентагон заявил, что они не считают запуск Сармата какой-то дополнительной угрозой. А закончить я бы хотел совершенно дикой новостью. Депутат Госдумы от ЛДПР Леонов заявил следующее. В свете сегодняшнего Дня донора и событий на Украине мы не можем не предложить стать украинским военнопленным, который сейчас находится в плену Российской Федерации, в обязательном порядке, конечно, если это позволяет им здоровье, стать донорами крови для наших вооруженных сил. То есть вы услышали, да? Этот человек, депутат Госдумы, буквально предлагает делать то, что делали фашисты в концлагерях, когда забирали кровь у пленных, в том числе детей, чтобы переливать ее немецким военным. Каждый раз поражаюсь, до какого уровня фашизма могут дойти эти ублюдки, поддерживающие режим Путина. И каждый раз они придумывают что-то еще, чтобы нас с вами удивлять. Если вам понравилась наша работа, поставьте лайк, напишите комментарий, повесьте в соцсетях у себя эти новости. В 19 часов будет большая передача с гостями. Подписывайтесь на канал.